Продолжая построение приставного столика, сейчас собираемся начать работу над его основанием треногой. Также видите, что я уже построил эту центральную круглую опору. Опять же, она начиналась с базовой формы цилиндра, на которой были добавлены дополнительные петли ребер с фасками. Это просто поверхность вращения, и когда нажимаю 3, можете видеть, что получаем такие красивые ребра и блики, которые присутствуют во всех моделях с высоким разрешением. Так что не думаю, что стоит показывать построение этого объекта шаг за шагом. Но эта форма основания треноги представляет собой другую, несколько более сложную задачу. Так что на самом деле вряд ли какой примитив Maya может помочь создать такой объект, в котором есть эти объемные концевые части. Начнем с использования в качестве основы полигонального диска. Так что перейдем к его inputs и можете видеть здесь, что в нем есть 4 опции, которые помогают в том, как эта форма будет создана. Первое – радиус. Приму его здесь равным 26 сантиметров, что несколько меньше, чем ширина габаритного куба и столешницы. Далее изменю Subdivisions для этой фигуры на единицу и Sides число сторон на 9. И я не хочу, чтобы эти дополнительные вершины были здесь. И собираюсь изменить режим подразделения от Cycle окружности Caps крышка. Это на самом деле дает простую округлую фигуру для начала. Далее я собираюсь выбрать это в режиме объекта и изолирую. Перейдем к виду сверху и посмотрим, как можем использовать эту фигуру, чтобы начать создавать такую трехногую опору. Иду сюда и начинаю выбирать через каждые две вершины, так что эти две вершины, эти две и эти две станут концами треноги. Также выбираю эти вершины на внутренней петле ребер. Нажимаю R, чтобы перейти к инструменту масштабирования, и видите, что он ориентирован от центра. Нажимаю Insert, удерживаю X привязки к сетке и привязываю его центр к этой средней линии сетки. Затем просто масштабирую вершины внутрь, и вы начинаете видеть, как нужным образом меняется форма. Однако эти вершины или ребра слишком широки или слишком толсты для того, что хотим иметь здесь. Отмасштабировать все это отдельно и по очереди было бы довольно сложно. Поэтому упрощаю ситуацию, фактически удалив два из трех концов этого основания. Теперь могу работать только с одной частью, захватывая некоторые вершины и уточняя их положение, и тем самым начинаю получать нужную форму, из копий которой потом составлю финальную сборку объекта. Далее нужно добавить толщину, потому что этот полигональный диск представляет собой совершенно плоскую поверхность, у которой фактически нет толщины. Так что перехожу к Modeling Toolkit и собираюсь экструдировать ее в Local Translate Z до 5 см или около 3 дюймов. Вот так выглядит это построение. А после выдавливания нужно избавиться от этих внутренних поверхностей здесь. Так же, как делали со столешницей, будем дублировать эту форму еще 2 раза через торцы, поэтому хочу убедиться, что они после того, как сошьются снова вместе, смогут быть собраны в единый объект. Последнее, что я собираюсь сделать, прежде чем выполнить дублирование для двух других частей, выбрать здесь эти поверхности, чтобы смогли начать создавать такую маленькую вставку с помощью экструзии. Снова буду использовать инструмент Connect и снова сначала сброшу его настройки на дефолтные. Установлю его на два сегмента и использую Pinch, чтобы раздвинуть петли ребер. Мне нравится использовать этот инструмент с Pinch равный 2 или более сегментами, потому что он будет равномерно размещать их по поверхности. Нажимаю Enter, чтобы зафиксировать этот выбор.
Затем поднимаюсь сюда и хочу продублировать это два раза, чтобы воссоздать форму основания треноги. Перейдем к виду сверху и проверяю, что pivot point объекта отцентрирован. Убеждаюсь, что это так, перехожу в Edit Duplicate Special и открывается диалоговое окно. Снова проверяю, что все предыдущие настройки сброшены. На этот раз вот то, что собираемся сделать. Не перемещать и не масштабировать, а фактически будем вращать по оси Y. А для того, чтобы это вращение прошло 360 градусов, надо назначить 120 градусов поворота и две копии. Нажимаю Apply, и вы видите, что форма основания треноги вернулась. Возвращаюсь в перспективный вид, и нужно теперь сшить эти три отдельных объекта вместе. Выбираю их, иду в Mesh Combine, а затем просто захватываю все эти вершины посередине и по краям. И далее в меню Edit Mesh Merge. Порог слияния снова находится на 0,01 единицы мая, так что это должно хорошо сшить их. Затем выбираю все эти поверхности по кругу, чтобы можно было начинать создавать вдавливание. Иду в Extrude и назначаю Local Translate на, скажем, минус 0,7. И думаю, так будет хорошо. Да, отлично, зафиксирую это. Последняя деталь, которую здесь нужно сделать, создать скосы для добавления деталей и убедиться, что это правильно выполнено. Можете видеть, что без них, когда включаем функцию Smooth, то получаем такую излишнюю округлость в этой форме. Продолжим создание скошенных ребер здесь, сначала горизонтальных. Иду в Bevel и назначаю такие параметры. Так, если введу 3, то получим эти отличные острые ребра по всему объекту. Но вы можете видеть, что все еще происходит скругление формы. И это не то, что хотим получить. Так что затем выбираю эти вертикальные петли ребер на концах формы. И собираюсь отменить выбор этих ребер посередине. Теперь жму Bevel, назначаю два сегмента и понижаю число фракций. И вот причина, по которой я это сделал. Он будет применять скос на центральной части со всеми вершинами, входящими в нее, что в итоге приведет к очень плохой геометрии, которая не годится для Subdivide. Теперь хочу заняться здесь исправлением этой странной маленькой формы, которую создали скосы. Я буду захватывать здесь дополнительную вершину, которая создает n-гоны в верхней части, а затем захвачу эту вершину центра и буду использовать другую функцию слияния, на этот раз Merge to Center. Он возьмет все эти элементы и объединит их в середине. Хотя это дает много треугольников, но треугольники по плоской поверхности будут подразделяться намного лучше, чем n-гоны. Полигоны с более чем 4 сторонами очень нежелательны, поэтому хотим попытаться свести их к минимуму, насколько возможно. И как грамотные моделлеры хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы сохранить максимально больше квадов, четырехсторонних полигонов. Трехсторонние полигоны тоже допустимы, и хотя они не настолько удобны, как квады, которые можем использовать всегда и везде, но есть определенные формы, с которыми от них просто не сможем уйти. Подготовлено клубом «Перевод всем». Итак, опять же, у меня есть эти выбранные вершины, и снова иду в Mesh Merge to Send, выбираю объект здесь в Object Mode, и видите, что получаем такую форму основания. Треноги с красивыми скошенными краями и острыми углами. Последнее, что нужно сделать, взять эту форму и переместить ее так, чтобы на нее опиралась эта центральная опора посередине. И снимаю изоляцию. Нажимаю 1, чтобы сохранить модель на низком уровне геометрии. И теперь у нас есть главная часть основания. Итак, размышления об основных формах, с которыми должны начать моделирование, и о том, как далее можно манипулировать даже самыми базовыми цилиндрами или закругленными фигурами, на самом деле могут дать такие красивые формы, как это тренога основания.